стиле так, англосаксонский менеджмент. Я думаю, можно говорить не только лишь о казахском менеджменте, я не знаю, об самом неэффективном, да. Мы должны, если решать что-то, то мы должны говорить об изменении каком-то. Те механизмы управления, которые применяются в госуправлении, они, на мой взгляд, опять же, только на мой взгляд, они не способны выдерживать. У нас нет преемственности. Это отсутствие системности, это отсутствие четкого делегирования полномочий и ответственности, желание вообще что-то менять. Если ничего не происходит, значит, есть какая-то заинтересованность в том, чтобы ничего не менялось и не происходило. Почему так реализуется все ужасно? Потому что формализм, потому что очковтирательство, да? Потому что процентомания, потому что поиск виновных бесконечно. Уход от ответственности, да. Самое важное. Светлана, вот есть такое понятие казахский менеджмент. Оно, кстати, этот термин, кстати, очень часто употребляется в обиходе. И казахский менеджмент в нашем восприятии – это как бы некий синоним неэффективности в системе именно управления. Почему так произошло и откуда пошло вот это вот такое восприятие нашего казахского менеджмента, казахстанского менеджмента? Смотрите, какая ситуация. Вообще, если мы возьмем какие-то хрестоматии, книги по менеджменту, да, то, в общем-то, везде вы найдете описание, системное такое описание стилей, так, англосаксонский менеджмент, вот есть прям такое четкое понятие, это все страны Европы работают по данным принципам, это Америка, вот, и так называемый японский менеджмент. Вот. Что касается казахского менеджмента, казахстанского менеджмента, там, в общем и целом, наверное, именно этой информации там нет. Мы можем говорить, когда вот мы собираемся на больших форумах, собираемся с моими коллегами и людьми, которые занимаются системным проектным менеджментом, да, мы тоже делимся впечатлениями, рассказываем друг другу вот эти интересные анекдоты о казахстанском менеджменте, там, о русском менеджменте, об украинском менеджменте, и понимаем, что, в общем-то, все наши системные проблемы в части управления компаниями, в части понимания руководителями своей роли, своей ответственности, они идентичны. Я думаю, можно говорить не только лишь о казахском менеджменте, я не знаю, об самом неэффективном, да. Это присуще любым системам постсоветского пространства, системам управления постсоветского пространства. Это все те вещи, связанные с такими, знаете, аспектами, как бюрократизм, да, о котором мы говорим, формализм, это вот очковтирательство, это совершенно немыслимые вещи, связанные с процентоманией. У нас прям это, знаете... Что такое процентомания? Процентомания — это когда каждый гонится за большим результатом вне всякого здравого смысла. Вот. Это то, что мы видим на примере наших госорганов, да, корпораций и так далее. Это все то, что связано с вечным поиском виноватых. Вот, это того самого стрелочника, на которого необходимо сделать его козлом отпущения всех буквально бед и грехов. По сути, мы можем говорить лишь только о той культуре, которая сложилась. Я сейчас говорю не о культуре народов, да, или там, культуре наций, да, я говорю о именно производственной культуре, о культуре управленческой, та, которая сложилась вот в наших странах после распада Советского Союза. Мы где-то ментально разные, но вот именно в этом аспекте очень похожи. Поэтому... А чем отличается, вот скажем так, там, русский менеджмент, фактически украинский менеджмент? Это один и тот же менеджмент, да, бессмысленный и беспощадный. Я бы охарактеризовала это так. Бессмысленный и беспощадный? Конечно, бессмысленный и беспощадный. То есть чем он отличается? Очковтирательство, бюрократизм, формализм, поиск виноватого, да, то есть это все, то есть это момент, это все, в общем-то, вещи, которые вытекают, да, из того, что руководитель в меньшей степени способен взять на себя ответственность. Вот давайте теперь прям посекторально подойдем к этой проблеме именно система управления, да, система менеджмента на уровне государственных органов рассмотрим, какие там проблемы, на уровне там, квазигосударственного сектора и в частных корпорациях. В наших казахстанских частных корпорациях. Вот как вы думаете, сегодняшняя система управления в госорганах, помните, мы с вами говорили, это метод тушения пожаров. Да.
Почему так происходит? Какие предпосылки, в чем вот именно конкретная проблема в системе госуправления? Ну, смотрите, давайте сразу скажу, что я никогда не работала в системе госуправления, то есть я никогда не была госслужащей. Вот. Но могу об этом говорить или судить только лишь в отношении того, как мне приходилось взаимодействовать с представителями, да, госструктур. Продолжительное время, почти, больше, наверное, 3 лет, я была консультантом администрации президента Республики Казахстан и, в общем-то, сотрудничала по вопросам системного проектного менеджмента с разными государственными организациями. Поэтому могу судить только лишь о своем опыте, о чем могу я говорить. Первое, самое сложное, это то, что у нас, опять же, да, вот мы когда говорим о проблемах управления, о чем-то, да, надо понимать, что вообще решить проблему в той системе мировоззрения, которая присутствует, невозможно. То есть та, которая породила эту проблему, невозможно. То есть мы должны, если решать что-то, то мы должны говорить об изменении каком-то. Очень грустно, что фактически сейчас система госуправления не демонстрирует какого-то своего яркого посыла в том, что они готовы стать этими амбассадорами изменений. То сейчас госуправление, оно вот менее подвижно. Оно как вот монолит, застывший, как вот, я не знаю, там муха, застывшая в янтаре. Почему? Потому что те механизмы управления, которые применяются в госуправлении, они, на мой взгляд, опять же, только на мой взгляд, они не способны выдерживать те вызовы, которые сегодня демонстрирует нам мир. Вот и все. Для корпораций, допустим, для частного сектора это менее проблематично. Почему? Потому что у них больший люфт есть для того, чтобы изменяться, и больше посыл к этому есть, чтобы изменяться. Потому что им надо выживать. Все очень просто. Вот в этом, наверное, аспекте. Если я ответила на ваш вопрос, я не знаю. Вот скажите, почему вот у нас есть такая проблема, она есть везде, и в частном бизнесе, в частных корпорациях, и в квазигоссекторе, и в госуправлении у нас нету преемственности. То есть вот этот метод ручного управления, который, я не знаю, по-моему, в нулевых годах зашел в Казахстан, да, начал так называться, метод ручного управления, когда все завязано на личность. Личность пришла, личность начинает, административно управлять, всем раздавать поручения, ты сделай так, и все идет от личности. Личность ушла, система не работает, приходит другая личность, говорит, все, что до этого предыдущий руководитель делал, все неправильно, я теперь буду делать по-другому, а вы теперь делаете вот так, вот так и вот так. То есть вот почему у нас сложилась такая именно культура управленческая? Нет преемственности. Смотрите, любая культура, да, она насаждается обычно сверху вниз. То есть каждый человек, который приходит в систему госуправления и начинает занимать какую-то должность, да, он демонстрирует именно ту систему, к которой он привык. То есть то, что он видит, то, как происходит с самого начала, то есть с самого верха. То есть где, да, поручения раздаются таким способом. Это отсутствие системности, это отсутствие четкого делегирования полномочий и ответственности. В общем-то, это то, что это порождение самой системы. То есть это вот все атрибуты, которые присущи данной системе. И каждый человек, чтобы находиться в этой системе, должен, мириться с ней, он должен быть образчиком, он должен быть переносчиком этой самой культуры. Поэтому мы видим то, что, то есть мы имеем то, что мы имеем. Таким способом, да, еще раз говорю, решить проблему, допустим, которая возникает в данной системе мировоззрения, в этой же системе, она же ее породила, эту проблему, невозможно. То есть для того, чтобы решить эту проблему, необходимо сломать систему мировоззрения. А как это сделать? То есть что, нам надо взять, как при Петре Первом, немецких экспатов, привести сюда, чтобы они начали управлять и менять эту культуру? Я к примеру говорю. То есть нам нужно кого-то откуда-то импортировать для того, чтобы поменять культуру? Я, честно говоря, вот всегда, когда задают такие вопросы, когда начинают сравнивать, допустим, менеджмент и говорить, почему мы не можем внедрить вот этот японский подход, так все же просто, понятно и так далее, я говорю, всем это невозможно. Но это невозможно, потому что мы стоим на разных культурных просто уровнях восприятия. Не говорю, что кто-то выше, кто-то ниже, безусловно, потому мы просто разные. Здесь не кто-то хороший, кто-то плохой, не в данных категориях необходимо мыслить. Что касается, что кого-то необходимо привести, чтобы нас научили правильно работать, я всегда за обмен мнениями, но я не считаю, что вообще возможно, чтобы кто-то сделал нашу жизнь за нас красивее, лучше и веселее. Так не бывает.
Я вам скажу честно, что в Казахстане есть свои собственные кадры, свои специалисты, свои люди со здравым смыслом, логикой и умом, которые способны вести государство или корпорации свои, да, к высоким, нормальным, правильным целям, демонстрируя высокий уровень менеджмента. Есть эти люди. Другое дело, почему они не заинтересованы работать именно внутри государственной системы управления, это другой вопрос. Наверное, это вопрос именно к системе государственного управления. Почему эти люди не хотят работать там, даже если их привлекают туда, то очень скоро уходят оттуда. То есть фактически они не выдерживают, их высеивает система. То есть эти методы, о которых мы говорим, то есть то, что необходимо изменить, система сопротивляется, не дает. Вот. И люди не выдерживают. Ну, смотрите, у нас Ну, очень есть много по эволюционные- отдельности, я вот многих знаю, руководителей, вот по отдельности, когда ты с ним разговариваешь, это очень умный, очень профессиональный человек, как бы сам по себе, по отдельности. Но когда он попадает в эту систему управленческую, он становится таким же винтиком, как и вся эта система. То есть он ее не меняет, он подстраивается. Мимикрируют. Да. А что делать тогда? Ну вот как изменить нашу управленческую вот эту культуру? Ну, в первую очередь, для любого изменения нужна необходима, ну, я называю слово потенция, да, то есть как бы желание вообще что-то менять. А это желание должно возникнуть, если мы говорим, прежде всего, о системе государственного управления, то, конечно, это желание должно возникнуть на уровне государственного аппарата, то есть первых лиц. То есть если, как помните, было такое расхожее выражение, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Если не зажигаются, это тоже кому-то нужно. Так и здесь. Если ничего не происходит, ну, значит, есть какая-то заинтересованность в том, чтобы ничего не менялось и не происходило. То есть сколько мы с вами здесь как бы не сетовали на то, как, почему, так и так далее, ну, вот как бы здорово было бы жить в таком государстве, где бы все как бы обо всем заботились. Но момент, значит, еще не настал, значит, не сформировалось, значит, нет такой потребности в том, чтобы это изменилось. Именно на уровне государственного аппарата, я имею в виду. А частники выживают сами. Частники, они, если есть потребность, они выживают, они меняются. Они ставят перед собой цели, они учатся довольно быстро и хорошо. То есть, чтобы произошли все-таки качественные изменения в системе менеджмента, да, государственного, должна созреть среда. На мой взгляд, только так возможно. То есть должны люди уже больше понимать это, понимать свою неэффективность и хотеть этих изменений. Соответственно, как бы низы захотят, и верхи обязаны будут меняться. Такая логика? Ну вот вы сейчас говорите о наличии революционной ситуации, да? Нет, ну я как бы просто думаю, как это Я думаю, что должно нет, на самом деле произойти. изменения могут происходить совершенно по-разному. Вот один есть вот революционный способ, да, есть эволюционный способ. Я всегда только за эволюционный способ изменений, когда к этому есть все необходимые предпосылки. Я думаю, что в нашем обществе на сегодня, вот в Казахстане, уже развилось серьезное гражданское общество, где есть серьезные предпосылки вообще. Ну, гражданское общество, когда я говорю, я не имею в виду, что это вот там низы там, или верхи, да, что вообще в обществе созрели уже предпосылки и есть какие-то... Запрос есть. Да, запрос есть. Запрос на изменения есть. Абсолютно Да? верно, да. То есть получается теперь современный... Запрос есть, и теперь только лишь то, насколько логично или насколько будет гибка сама госструктура для того, чтобы ну, реально этот запрос принять как вызов, да, и меняться. То есть я думаю, запрос есть, теперь вопрос современным лидерам, руководителям, те, которые находятся сегодня, как говорится, у руля, ну, лица, принимающие решения в разных сферах, да, им этот запрос правильно считать и правильно самим трансформироваться. А что не так с руководителями? Вот с современными лидерами, я имею в виду там, руководителей корпораций, госорганов, там, различных структур. Но вот вы только что, вот чуть ранее, да, абсолютно верно заметили, что если мы будем разговаривать с нашими руководителями, то, в общем-то, я честно вам скажу, что я ни одного глупого человека не встречала. То есть это все достаточно умные, образованные, начитанные, понимающие люди. Вот. Другое дело, почему, когда собравшись вместе, они не демонстрируют, в общем-то, да, все те качества, которые демонстрируют индивидуально. Вот, это другой вопрос. Это вопрос, опять же, говорю, к системе. То есть здесь необходимо понимать, что вот когда я говорю слово «система», да, может быть, это не совсем понятно, кажется, что я что-то говорю о каком-то таком непонятном, там, неодушевленном, да, вещи. Но фактически это те сложившиеся сейчас в системе, ну, госуправления или в нашем обществе, или тенденции, правила, процедуры, которые поддерживаются, то есть те, которые выполняются, да, те, которые мы внутренне, ну, можем к ним по-разному относиться, но, в общем-то, в общем и целом мы их выполняем, поддерживаем. Вот это все рождает между собой систему. Один в поле не воин. То есть
какой бы он ни был замечательный руководитель, но один, двое, трое, пятеро, там, 10-15%, это очень мало. То есть нам необходимо, чтобы таких лидеров, вот руководители сейчас в современном представлении это лидер, да, чтобы таких лидеров, это которые действенный и вдохновляющий пример, чтобы их было не менее 80% от общей массы, да, всех руководителей. Вот тогда мы можем говорить о том, что система меняется, изменяется, целостно. Вот тогда да. Для того, чтобы она менялась не хаотично, то, что мы сейчас наблюдаем, да, то есть вот хаотично кто-то там что-то делает, это должно быть разумный, системный, государственный подход к работе с лидерами, к выращиванию лидеров. Вот. У нас, я не могу сказать, что нет этого, ну, в смысле, что не декларируются эти цели. Цели на самом деле декларируются. Если вы почитаете наши программы, то они тоже очень все в общем и целом правильные. Ну, мы же читаем, все видим, смотрим. Но опять же, видите, наталкивается на что? На нашу производственную культуру восприятия. Почему так реализуется все ужасно? Потому что формализм, потому что очковтирательство, да? Потому что процентомания, потому что поиск виновных бесконечный. Уход от ответственности самое важное. То есть, ну, это все, как бы, все то, что я сказала, это как бы следствие самого важного. Уход от ответственности. Вот и все. То есть это вот момент этот. То есть для того, чтобы... Все это на самом деле постепенно, все эволюционно. Я честно скажу, что я вижу движение вперед. Наверное, не так это происходит быстро, как хотелось бы. Может быть, не с таким, знаете, воодушевляющим размахом, как хотелось бы, да, как ожидалось бы. Но, в принципе, потихоньку мы к этому идем. Другое дело, что, конечно, ну, все мы ожидаем, что должно быть, наверное, ну, больше смысла, что ли, во всем, что происходит. Вот. Все-таки присутствует некая хаотичность. А помните, мы с вами говорили, вы говорили, что сейчас время временщиков, когда выживают не те, кто думают, а те, кто умеет что-то быстро делать. Ну, что вы под этим подразумеваете? К моменту тушения пожаров, да. То есть у нас, видите, сейчас сложилось такое впечатление, что хороший менеджер, да, это такой, знаете, ну, такой риск, хотя тоже, конечно, там большие вопросы к этому термину, как якобы риск-менеджер, тот, который умеет быстро принимать решения, быстро реагировать на какие-то внештатные ситуации. И поэтому теперь у нас выросла целая плеяда отличных, да, риск-менеджеров, которые вот готовы днем и ночью, здесь и сейчас, по-любому там что-то отреагировать, там, позвонить, там, решить что-то еще. Но фактически почти, ну не у всех, да, надо понимать, что я не говорю в абсолютных величинах, да, но у многих из них проседает такая очень важная функция, да, это стратегическое мышление. Это стратегическое мышление, это системный подход, то есть то, что вам говорю, то есть люди не способны работать системно, они только заточены на то, чтобы решать возникающие трудности и пожары. А в общем и целом надо понимать, что наличие вот этих вот постоянных затыков, да, нетаков, там, пожаров, то, что вот необходимо бесконечно быстро и ловко решать, это лишь только результат внесистемной работы. То есть чем больше таких случаев, тем хуже управляемая системой. А почему у нас вот так относятся к рискам? Помните, мы тоже с вами обсуждали, ну тоже это один из элементов казахского менеджмента. Характерный такой, да. да. То есть когда ты говоришь о наступающих рисках, тебе говорят: не каркай. Не каркай, да. Не каркай. А когда уже произошла эта ситуация, тебе говорят: накаркала, да. Почему такое отношение? Вот, ну, смотрите, все же на самом деле, ну, мне так кажется, что на самом деле вот эти простые причинно-следственные связи. Для того, чтобы обрести новые навыки, допустим, стратегическое мышление – это навык, рискоориентированное мышление – это навык, да, для этого необходимо потратить какое-то определенное количество времени и усилий, личных усилий человека. В меньшей степени кто-то хочет на что-то тратить свое собственное драгоценное время. Ну, возможно, кто-то скажет: ну, нет на это вообще никакого времени, потому что я вечно занят вот как раз таки тушением пожаров, а вы мне здесь говорите о каком-то развитии, саморазвитии и так далее. Вот и потом, когда и где это все как бы нам нужно, это другой вопрос. То есть меняться – это труд, это тяжело, это трудно. Поэтому всегда легче отмахнуться. То есть мы не приобретаем новые знания, новые навыки, мы только лишь обесцениваем наличие этих навыков и знаний у других. Ну вот накаркаешь и накаркала, это вот к этому как бы моменту, да, то есть, ну что ты нам рассказываешь о своем каком-то там, не знаю, риск-менеджменте, когда ты четко прописываешь, что если мы будем двигаться таким сценарием, мы получим на выходе именно эти результаты.
на кону может стоять и репутация фирмы, репутация компании, репутация страны, в конце концов, да, вот. И все говорят, бросьте, что вы здесь как бы со своими этими ненужными вещами, вы вот говорите то, как мы вам говорим, делайте так, то, как мы вам говорим, и все будет хорошо. Когда они реализуются, ну, потому что, ну, нет оснований, чтобы они не реализовали все эти риски. Они реализуются, говорят, ну, вот вы, в общем-то, накаркали, да, и так далее. То есть момент обесценивания чужого знания и опыта, ну, это как бы, это такой самый простой выход, видимо, для этих людей, потому что учиться, приобретать эти новые знания, это трудно, это тяжело, это долго. Ну вот и отсюда также такой же вопрос, что очень много наши руководители тратят на как бы то, чтобы искать какие-то внешние причины неуспеха, да, то есть во всем. Я просто знаю многих людей, которые говорят, там вот эта проблема, меня там заказали, какие-то внешние враги, тут виновата, там, я не знаю, правительство. 5G. 5G и Всё, что так угодно, далее, да, да, все что угодно. Всемирный заговор у нас Всемирный сейчас. заговор там, Против меня одного. да, Ну, против меня и так далее. Почему тоже вот люди вместо того, чтобы, допустим, разобраться вообще в своей внутренней ситуации, они пытаются как бы переносить ответственность на какую-то внешнюю среду? Это что, получается, непонимание вообще, что такое управление? Нет, это имеет, вот все то, о чем мы сейчас говорим, это имеет отношение именно к нашему ценностно-мировоззренческому уровню восприятия жизни, вообще мира как такового. Ну, смотрите, там простая логическая цепочка. Вот на поведение людей большое влияние оказывает его мировоззрение. То есть я действую таким способом, потому что я верю, что мир устроен так, мировоззрение. На мировоззрение человека в первую очередь влияют ценности, которые есть в данном человеке. И вот эта ценностно-мировоззренческая модель, да, она формирует наше поведение. Вот мы имеем то, что мы имеем, потому что мы внутри такие, мы так воспринимаем. Вот, поэтому в первую очередь, конечно, необходимо обратиться, то есть не то, что человек плохо, потому что он так думает, да, он просто не может думать иначе, потому что внутри него вот эти демоны, да, эти ценности заложены. Здесь надо работать именно вот с ценностной моделью. Вот, с ценностями человека. Вот, Светлана, вы тоже с этим очень много работаете. Помните, мы тоже с вами обсуждали. Я тоже с этим сталкиваюсь, потому что когда ты приходишь, например, компания начинается, там, новый стартап или какой-то бизнес, бренд. Когда ты задаешь вопрос, вот какие ваши ценности, какие такие базовые вещи, то люди, как правило, либо об этом не задумываются, либо у них это есть прописано, но это формально. Почему люди вот именно наши не понимают и не хотят тратить свое время на то, чтобы вообще глубинные понять смыслы того, чем они занимаются, смыслы, свои ценности, свое какое-то мироощущение, а всегда пытаются сразу переходить в область денег, действий и так далее? Очень хороший вопрос, на самом деле, Зиза, вот такой глубинный, так я сказала, вопрос. Я думаю, что не в этом смысле, вот здесь тоже, на мой взгляд, опять же, да, я не берусь как бы говорить, что это прям истина в последней инстанции, да, или что там это так действительно происходит. Ну да, я когда читаю семинары, то фактически всегда, когда говорю о ценностях, о философии, всегда почти, я читаю перед руководителями компаний, да, потому что большими людьми, почти всегда это пролетает как белый шум. Знаете, как, люди позевывают, они на меня смотрят. Когда я начинаю говорить о корпоративной культуре, мне откровенно бывает, говорят, Светлана Копятовна, боже мой, о чем вы говорите? У нас такие проблемы. У нас проблемы с заказчиками, с поставщиками, с производством, там, с материалами. А мы сейчас тут прям реально будем тратить время, вот, как бы говоря о системном менеджменте, будем говорить о корпоративной культуре, мы будем говорить о ценностях, мы будем говорить о философии. Вот. И мне все время немножко грустно. Почему? Потому что это тоже образчик того, как люди воспринимают. Опять же, что касается ценностей, да, допустим, я не могу сказать, что сейчас у нас время такое, как бы, что отсутствие ценностей вообще как таковых. Но вспомните наше вот хорошее, на самом деле, да, такое золотое советское прошлое, где были, да, мы же как бы в этих ценностях выросли, то есть мы прям знали, мы могли сформулировать свои ценности, не на уровне «не убей, не укради», да, как библейские ценности, там мы говорим, как библейские проповеди, но на уровне, что надо быть альтруистом, да, что необходимо помогать старшим, не обижать младших, да, мы же прям это могли прям любой человек, любой там пионер там, мог об этом сказать, заявить, вот, что там воровать плохо, да. Сейчас мы, в общем-то, видим, да, что вот вы любого ребенка остановите, наверное, в меньшей степени это можно будет такой, прослеживаемостью видеть, что вот прям у всех сформированы именно эти ценности.
Вот. Я думаю, что вот старшее поколение, оно, может быть, устало от ценностей, может быть, оно понимает, что они не работают. Почему? Потому что ценности, все в мире меняется, да, то есть это нормально, на самом деле, что с течением времени что-то меняется, что-то уходит, что-то остается непреложным, там, правильным, там, подтверждает свою жизнестойкость. Я думаю, что старшее поколение немножко устало, и они уже путают ценности с лозунгами. Вот, и это, знаете, такое пошло отторжение, когда вот не надо мне этих лозунгов, не надо мне этих красивых слов, дайте мне здесь и сейчас правильный стопроцентный инструмент, при помощи которого я бы начал делать. Я все время говорю, что инструмент — это лишь только инструмент, он не хороший, не плохой. Вот возьмем нож, да, и можно красиво сделать красивую гравировку, да, можно убить человека, смотря какие внутри ценности. Поэтому я тоже говорю, поймите, применение любого инструментария, который относится к категории даже проектов по улучшению, системному улучшению деятельности, без понимания ценностей он может все что угодно, то есть до прямо противоположного результата, может привести к прямо противоположному результату. Поэтому и то, что люди сейчас в меньшей степени хотят об этом думать, это большая беда, особенно руководители. Почему? Потому что сотрудники, да, они считывают ведь не действия, вернее, они считывают, вернее, да, ну правильно мы говорим, не слова, они считывают действия человека. То есть ты можешь даже говорить правильные вещи, но люди считывают то, как ты делаешь. Почему? Потому что, помните, я говорила, цепочка, наши действия — это зеркало того мировоззрения, которое внутри. То есть не тех слов, которые мы говорим, а того, что действительно внутри, какие ценности есть. Поэтому вы можете говорить все, что угодно, но люди оценивают по делам, по тому, как вы делаете. А обмануть невозможно. То есть если внутри ценности такие, то делать вы будете именно так. Какие должны быть ценности и какие должны быть вот такие мировоззренческие ориентиры у современного лидера, руководителя, чтобы быть конкурентоспособным вот сейчас, во время постпандемийного периода? Я не думаю, что то, что я сейчас заявлю, да, что это только лишь на какой-то короткий промежуток времени, связанный вот с пандемией или как-то еще. В последнее время очень много мы обсуждаем на форумах, на конференциях так называемый принцип 100:0. 100:0 — это вот принцип безоговорочной ответственности руководителя за любые ошибки или промахи внутри компании. То есть это не перекладывание ни 1%, ни одного случая на плечи исполнителей. То есть когда человек четко понимает и осознает, что все, что происходит в компании, как хорошее, так и, безусловно, плохое, это результат его деятельности, деятельности его команды, а раз его деятельности, стало быть, это его и ценностно-мировоззренческой модели как человека. Насколько он зрелый, либо незрелый, созрел к высокому менеджменту, либо не созрел к этому. Светлана, вот еще такой вопрос, который тоже мне очень интересен. Ну вот я наблюдаю за другими странами, вот в частности, например, Турция, да, которая очень близка к нам по ментальности, вообще в целом по культуре. И вот в Турции, например, быть эффективным руководителем — это значит иметь свою команду. Команду, скажем, с которыми ты работаешь. И в Турции приветствуется, когда приходит руководитель, и он приводит свою команду. То есть каких-то своих единомышленников, с которыми вместе они начинают дальше двигаться и менять эту структуру. У нас слово «команда» приобретает какой-то такой негативный подтекст. И когда говорят, вот пришел руководитель, вот он того подтянул, привел свою команду. Привел свою команду, вот сейчас это будет что-то такое не очень хорошее. Почему вот такое разное понимание команд? Я думаю, что здесь, наверное, опять же, на мой взгляд, да, я думаю, это связано, наверное, с работой нашего антикоррупционного законодательства, допустим, да, и вот восприятие именно с точки зрения команды, почему такой негативный подтекст, да, как бы вот именно о том, что какие-то, не дай бог, будут схемы коррупции и так далее, потому что они уже давно друг друга знают, и возможно, опять же, да, я думаю, что это связано именно с этим, и поэтому, наверное, есть такие законодательно ограничивающие меры в государственном секторе, что нельзя от этого делать ни в коем случае. И с другой стороны, я придерживаюсь этого мнения, что действительно команду надо создать. Команду создать надо, понимаете, привести с собой людей в другое предприятие. Даже если у вас был за плечами огромный успешный опыт на предыдущем месте работы вот именно этой командой, нет никаких к этому, скажите мне, предпосылок, да, чтобы быть уверенным, что здесь вы также сможете сработать. Поэтому, я думаю, основной вызов для руководителя — это, да, когда ты пришел, тебя назначили, либо тебя
ты согласился занять данную должность. А в государственном секторе, в квазигосударственном, в частном, в бизнесе, без разницы. Вот. Это создать команду там. То есть продемонстрировать свои лидерские качества, а не насадить на чужую корпоративную культуру, в общем-то, может быть, даже, ну, как вам кажется, хорошую, но не совсем, может быть, именно ту культуру, которая есть. Может, пойдет, безусловно, болезненный процесс отторжения людей, да, то есть люди будут уходить, люди будут менять место работы. Для кого-то, конечно, точка роста, безусловно, может быть, нет в этом никакого смысла, но это болезненный процесс, и, конечно, для устойчивости бизнеса обычно мы рекомендуем, чтобы так не происходило, что все вещи должны происходить эволюционно, применяя нормальные тактики управления, где ты доказываешь людям, что ты здесь надолго, что ты здесь с серьезными намерениями, что ты хочешь улучшить работу предприятия, где одновременно будет улучшаться жизнь каждого сотрудника предприятия, их семей. Ну, это вот такой простой гуманистический подход, гуманистический менеджмент. Спасибо. Теперь о проектном менеджменте. Вот тоже, опять-таки, у нас вот волнами происходят разные увлечения, да? То у нас был такой метод ручного управления у всех на устах. Теперь у нас у всех на устах проектный менеджмент. Это инструмент, как вы говорите, это инструмент. Но ценностные ориентиры у людей как бы те же, да, базовые. Вот в текущих реалиях такой проектный менеджмент, он работающий инструмент, ну, в системе там, государственного управления. Есть у нас проектный офис, есть ну, как бы какие-то поползновения в сторону проектного управления. Смотрите, по сути, да, вообще в работе любой организации, опять же, вне зависимости государственной, частная, там, какая она бы ни была, у нас есть всего два вида деятельности. Это процессы и проекты. Вот. Надо понимать, что у нас ну, такая вся операционная деятельность, мы называем это процессами, да, то есть это постоянная, повторяющая, цикличная, это вот процессы. И проектное — это то, что как бы вот мы видим что-то новое, таким с уникальным результатом, с определенным ограниченным во времени деятельностью, действиями. Вот. А что мы видим, допустим, наблюдаем хоть в квазигосударственном секторе, хоть в государственном? В большей степени вообще сам по себе, допустим, деятельность госсектора, она заточена под процессы. То есть если вы возьмете, допустим, ту же систему бюджетирования, да, то есть она вся заточена на то, что люди будут четко понимать, что они будут делать. Проект — это всегда очень рисковое предприятие. То есть да, конечно, перед началом проекта мы пишем паспорт проекта, мы просчитываем все могущие быть риски проекта, мы определяем бюджет проекта, и, казалось бы, тоже можно было бы вписать это в систему, ту систему бюджетирования, которая присутствует в системе государственного управления. Но, к сожалению, опять же, из-за высокой рискованности это не так. То есть человек, каким бы он ни был рисковиком, все буквально ситуации, ну, невозможно предсказать, предугадать и так далее. То есть всегда это находится в зоне какой-то неопределенности, серьезного риска. Вот. И здесь, конечно, для того, чтобы заниматься проектным менеджментом на уровне государственного управления, необходимо немножко другие механизмы вообще государственного управления. То есть сейчас, пока я еще раз говорю, предпосылок для того, чтобы адекватно внедрить проектный подход, их просто нет. А вот у них, на самом деле, у несчастных проектных менеджеров, у них нет ни полномочий соответствующих для принятия решений, потому что все равно у нас ручное управление, как есть. Понимаете, да? Вот, у них нет полномочий распоряжаться ресурсами, так как нужно быстро и гибко в отношении проекта, потому что, опять же, у нас все единоначалие, ручное управление. Вот, и, соответственно, такая система бюджетирования, которая ну, просто не оставляет никакого люфта вообще для того, чтобы проект был завершен в определенные сроки с определенным нормальным вменяемым результатом. Но в то же время сейчас идут как бы изменения в системе стратегического планирования государства. Раньше были госпрограммы, теперь это национальные проекты. То есть как бы декларируется движение в сторону проектного управления, но процессный подход остается по сути прежним. Ну, смотрите, процессный подход очень неплохо, на самом деле. Главное, чтобы он был. А то у нас бывает так, что его-то, собственно говоря, нет. Вот. Что касается, ну, опять же, видите, все поступательно должно происходить. То есть, опять же, уже запрос потихоньку идет. То есть, одно дело же для нашего системы госуправления новое, проектный подход, да.
Вот, они начинают вот только в него вникать, только начинают понимать, где ошибки, наступают на грабли. Но теперь, видите, есть некоторая еще заторможенность самой системы. То есть теперь вот пока они раскачают для того, чтобы внести соответствующие изменения, вообще пересмотреть, реформировать немножко свою систему для того, чтобы она под нужды проектного подхода, под нужды проектного менеджмента была ориентирована. Но это процесс еще, я думаю, ну, долгий, такой тоже, наверное, будет болезненный. Да? Как любой процесс реформации, перестройки, конечно. Светлана, вот говоря опять о казахском менеджменте, давайте вот разберем все-таки, у нас есть свои ментальные особенности. Ну вот, я считаю, что ментальность — это не что-то такое закостенелое, которое к нам идет, а ментальность — это некая структура, которая сформировалась вот на определенном этапе времени жизни человека. Вот на современном этапе у нас есть текущая ментальность, которая что-то взяла из как бы национальных особенностей, из там межкультурных традиций, да, и что-то из советского прошлого, вот это все переплавилось, и вот у нас появилась современная ментальность. В то же время мы являемся как бы и не азиатами в чистом виде, и не европейцами, и не как бы мусульманами в таком традиционном таком понимании, да, религии, да, как это, например, в арабских государствах. И в то же время мы светское государство, то есть у нас вот такая вот своеобразная ментальность. В чем ее плюсы для современной системы вот, управления? В чем плюсы могут быть нашей ментальности для того, чтобы быть эффективными в управлении? И в чем минусы нашей ментальности именно вот в этой управленческой системе, модели управления? Все-таки, говоря об управлении, мы же не о чем-то абстрактном говорим. Это конкретные люди с конкретной ментальностью, с конкретными, ну, как, ценностями и установками. Вот в чем плюсы именно наши, казахстанские, и в чем минусы? Ну, всегда принято сначала о плюсах, да, говорить? Да. То есть сейчас хочется совсем про минусы сказать. Да. Ну, плюсы, я не знаю, ну, по-моему, то, что мы такие, знаете, мультикультурные, да. То есть действительно мы готовы просмотреть, так исторически сложилось, да, и принять к себе разные традиции, рассмотреть разные точки зрения, то есть, в общем-то, разные модели, да, то есть мы, в общем-то, мультикультурные, да, то есть у нас нет такого, что мы сразу как бы прямо торгаем. Ну, это же и накладывает некоторые такой, знаете, как вот качели, да, то есть она же нам дает как бы и такой минус, такой в обратную сторону, то есть мы теперь начинаем буквально на все кидаться, то есть, знаете, это теперь вот поветрие, проектный подход, поветрие там какой-то другой менеджмент, давайте вот теперь туда кинемся, давайте будем японские модели внедрять, давайте что-то будем делать. Я, в общем и целом, не против. Надо пробовать, надо смотреть, надо все время что-то там, в общем-то, переделывать. Главное — меняться, пытаться меняться. А вот у нас, понимаете, то есть мы готовы все рассматривать, но как бы это так все случилось, только бы нам самим не измениться. Вот когда я разговариваю с руководителями, то почти всегда я слышу следующее, знаете, они говорят: ну, Светлана Копятовна, да я же не против того, чтобы измениться, да, чтобы вот правильно налаживать, прям как вот по книжке, чтобы все было хорошо, чтобы вот мы были честными, открытыми там, и так далее, да, там, демонстрировали бы свою приверженность каким-то таким высоким идеалам. Но вы же видите, как мы живем, вы же видите, в каком государстве, вы же видите, какие у нас законы. Вот пускай законы изменят, пускай это переделают, пускай люди станут такими-то, и тогда мы тоже поменяемся. И вот вы знаете, да, и пускай весь мир вокруг меня перевернется, вот тогда я тоже, конечно, вот в общем-то порыве с ними буду там, когда это все увижу своими глазами, поменяюсь. Я все время как бы немножко в ступоре, я говорю, я не понимаю, о чем мы сейчас говорим. То есть мир — это вы. Если вы не поменяетесь, ну ничего вокруг-то не поменяется. То есть невозможно отделить себя от мира. Вот момент того, что мы готовы все услышать, но не готовы сами измениться, ну, в меньшей степени готовы, не понимаю, что прям совсем не готовы, но в меньшей степени готовы сами измениться, это и есть, наверное, наша вот беда, я вот думаю. То есть если бы мы принимали и, ну, как бы через какой-то промежуток времени, не знаю, наверное, обдумав, могли бы еще измениться внутренне, ценностно, ну, наверное, хорошо. Хотя, с другой стороны, это тоже демонстрирует некоторую устойчивость. Почему? Потому что при отсутствии внутренней стратегии вот, ценностно ориентированного подхода для населения, то есть для казахстанца, принимая все, мы можем просто оказаться, ну, я не знаю, там, в фарватере чужой стратегии, да, допустим, развития ценностной модели мировоззренческой. Поэтому здесь все очень важно. То есть важно и понимание государства, государственных органов в отношении вот наших же
ценностных мировоззренческих моделей, что воспитывать, какой будущий казахстанец, о чем он должен думать, о чем он должен мечтать, как он должен себя позиционировать. То есть вот эти все вещи — это вот то идеологическое ядро, да, но слово идеология не очень хорошее, не всем оно нравится, не все его любят, ну, замените как угодно философией. Вот. Но она должна присутствовать, безусловно, потому что каждый должен понимать, в чем смысл жизни сейчас и в чем смысл будущего, сознания будущего твоего. Да? И вот если этого не происходит, то ну, это как бы, я имею в виду, что не происходит не только на уровне каждого человека, а в общем для общества, для казахстанского общества, то это как бы вот, ну, для меня это значит все очень так нехорошо. Хорошо, еще какие сильные стороны есть? Выживаемость, вы говорили, да? Да, ну выживаемость у нас очень высокая, конечно. Жизнь всех так потрепала, что, что мы демонстрируем, конечно, просто чудеса ловкости выживания. Да, и в этом отношении. Потом гибкость определенная. Да, и потом все-таки я могу сказать, что в общем и целом вот казахстанцы, как народ, как единый народ, и могу сказать, что, конечно, очень добрые люди на самом деле. Вот момент доброты, момент какого-то вот такого, знаете, незлобного, такого беззлобного такого отношения, мне кажется, это вот то, что прям плюсы наши. Потому что я всегда говорю, что человеку доброму, человеку вежливому в жизни легче. Должно быть легче. Да. Хорошо, из минусов? Ну, из минусов я уже сказала, в принципе, вот момент только то, что мы не хотим меняться. А так, в общем-то, ну какие минусы? Все замечательные люди. В общем и целом подытожить можно так. Все замечательные, просто мы не хотим меняться, мы держимся. Да, просто мы немножко не хотим меняться. Ну вот хорошо, теперь про изменения. Раз вот мы говорим, все-таки мы не хотим меняться, менять систему нашу тяжело. Да? Ну раз есть у нас как бы такая некая такая консервативность присутствует в обществе и на уровне человека, на уровне компании, на уровне госоргана, а на уровне правительства и государства так, наверное, и подавно. То есть менять систему в зависимости от ее масштаба тяжело, но надо. Потому что она уже как бы неэффективна, и новые вызовы современности есть. Вот вы бы что предложили для того, чтобы сделать нашу систему менеджмента в стране, в государстве, в компании, там, на уровне организации более эффективной? Ну, я бы не говорила, что она неэффективна Вот совсем. представьте, да. вы главные там. То есть я бы говорила о том, что она может быть недостаточно эффективна. Недостаточно. То есть, да, недостаточно эффективна. Хорошо. Все-таки, да, разные немножко Хорошо. термины. Что касается, допустим, знаете, вот ваш вопрос, он как бы немножко от того, что бы сделала кухарка, поставив ее до президентом страны. Ну, здесь, опять же, мой взгляд. Но вы да, далеко не кухарка, да. вы профессионально занимаетесь системами менеджмента. Да, но тем не менее, да. Когда мы говорим, если, я не знаю, насколько просто это корректно говорить о системе госуправления, поскольку я, конечно, далека от нее, то есть далека от системы госуправления. Мой весь взгляд, да, он такой популистский, он со стороны. То есть вот то, что вот мы можем обсуждать, да, вот на кухне, то, что мы можем обсуждать в кулуара, то, что мы можем обсуждать, когда мы сталкиваемся непосредственно, как, допустим, участники каких-то событий, там, либо как участники, как поставщики, да, тем же самым государственным органам, вот, и с чем мы имеем дело. Я бы, честно говоря, вот если мы говорим про систему госуправления, ну, на мой взгляд, самый большой бич, вот мы уже об этом сегодня говорили, да, вот это временщики, это люди, которые приходят даже не для того, чтобы первое, как они попадают, да, как они приходят к тем или иным должностям. В большинстве случаев это не желаемая ими должность. То есть это назначение. Это происходит назначение, причем зачастую, ну я сама, вот, вы, наверное, тоже были свидетелями, да, что это происходит совершенно ураганно, там буквально в день, два, три человеку делают какое-то предложение, где он должен дать ответ, там, да-да, нет-нет, да, и буквально тут же приступить к выполнению обязанностей. То есть бывают такие скачки, что люди совершенно с другой отрасли, не обладая совершенными знаниями в той отрасли, куда его назначают, приходят. И можете представить, что, конечно, он тратит огромное количество времени, там, от полугода до 10 месяцев, наверное, до года, для того, чтобы только вникнуть в то, что происходит. Но поскольку необходимо демонстрировать здесь и сейчас уже какую-то свою работоспособность, да, то есть, там, то вот почему начинается эта вот шашка махательства. Потому что здесь сейчас уже требуется что-то необходимо менять. Еще не самому понятно, что необходимо менять, но уже необходимо менять. Поэтому мы все старое разрушим до основания, и потом что-то будем строить. Вот. Первое, я считаю, что, конечно, должности должны быть желаемыми. Должности должны быть,
ну, опять же, мой взгляд, да, ну, вот это такая серьезная, такая должна быть перестройка всей системы госуправления тогда, должности должны быть желаемыми, и человек должен, прежде чем, как бы, ну, на конкурсной основе, то есть они должны быть рассмотрены и назначаться на конкурсной основе. То есть те, кто желает данной должности, будь то, там, я не знаю, министр, вице-министр, насколько там это, либо руководитель какого-то государственной организации, так же, как, допустим, как это происходит зачастую в частных организациях, должен представить проект развития, то есть свой взгляд на обозримые там, 5-7 лет, если это нужно, 3-5 лет, если сейчас многие говорят, что 5-7 лет это фактически невозможный уровень планирования, то 3-5 лет, пускай это будет, да, но с четкими, понятными результатами, то, чего он хочет добиться. И, конечно, нужно дать этому человеку, если мы выбираем его проект, да, все возможности для того, чтобы он смог реализовать его, а не укутывать теперь его в эти рамки, которые, в общем-то, не оставляют даже возможностей для исполнения чего-то, то есть для реализации. То есть вот таким способом, как я То себе есть вижу. нужно объявить конкурс Ну, на это, должность да, министра. фактически так. Фактически должны быть несколько каких-то кандидатов, которые приходят со своей стратегией, со своим видением развития отрасли, конкретными KPI-ами и конкретными инструментами, как они будут это двигать. Да, четкими результатами, да, и инструментами, да, пошагово, да, как он Да. будет И этого 3 года добиваться. он сидит, а потом по результатам мы уже Да. как бы смотрим. Да, да, да. Ну это мой взгляд, может быть, он, конечно, обывательский, я не знаю, безусловно, может быть, так, это, опять же, может быть, он слишком идеалистичный. Но то, что, как я себе это вижу. В общем-то, многие корпорации, мировые корпорации, в общем-то, казахстанские корпорации делают так. То есть, когда они видят, что необходим четкий реинжиниринг, пересмотр, то есть то, что мы видим, так, почему меняются, допустим, руководители. Это же не только просто вопрос ротации их, да, это же, ну, зачастую то, что считается, что та система, которую он делает, она неэффективна. Раз неэффективна, необходимо заменить на более эффективного, ну, на взгляд кого-то, да. Вот. Ну, теперь момент следующий, да, если мы признаем, что данная отрасль или данная, допустим, я не знаю, сфера деятельности неэффективна, ну, хорошо, мы призываем к себе, значит, эффективных менеджеров, пускай они сначала заявят о своей эффективности, пускай скажут, как они хотят это переделать, как они себя видят. И это, конечно, должны быть люди из этой отрасли. Это, конечно, не может быть такими ураганами, что человек вчера занимался медициной, завтра занимается образованием, там, или занимался образованием, завтра занимается нефтью и газом. То есть, ну, это невозможно. Или там никогда в жизни не занимался культурой там, или спортом, да, вообще далек от этих вещей, и вдруг получает такое назначение. То есть люди должны понимать, что они хотят делать, как они хотят делать, они должны знать проблемы этой отрасли. А вот здесь я вот хочу поспорить. Все-таки методы, как бы система менеджмента — это некий набор инструментов. И если, например, человек такой профессиональный управленец, если он четко понимает и знает эти инструменты менеджмента, он понимает, как заниматься командообразованием, как правильно Это консультант. выстраивать, да. Он ведь может прийти тоже, ну, как профессиональный менеджер, он может управлять любой отраслью. Разве так? Разве я не так? Я вам только что ответила, да. У человека, который все знает, да, все знает, это консультант. Вот человек, который должен реально преобразовывать, он, конечно, должен быть из этой отрасли. Если он будет обладать теми знаниями, которые вы говорите, это было бы изумительно и замечательно. То есть, безусловно, то есть мы должны как раз-таки в рамках системы государственного управления предусматривать выращивание лидеров. Помните, я об этом говорила? То есть выращивание на всех буквально позициях, во всех буквально сферах присутствия государства должны быть выращены эти лидеры. Вот если это будет системный подход, то тогда мы будем иметь человека и из отрасли, и уже обладающего этими skills, да, навыками, хорошего управленца. Тогда мы Хорошо, получим так, сразу всё. должности должны быть желаемыми. Еще что можно сделать, чтобы сделать систему, чтобы ее трансформировать и сделать более эффективной? Ну вот по поводу временщиков, то есть смотрите, если должности первая, желаемые, то есть человек четко понимает себе, да, то есть мы как раз-таки уходим от того, что это будет временщик, который не в первую очередь, да, пересидеть, да, как определенный трамплин, причем люди даже не скрывают этого, они говорят, если ненадолго, господи, сейчас буквально там, ну, месяцев 10-12 меня вот опять же ротацию сделают, и я там дальше иду. Причем, когда я интересуюсь у людей, а в чем конечная цель, то есть, ну, какая ваша конечная цель, где бы вы хотели оказаться в органах государственной власти, чтобы мы теперь понимаем, что да, вот вы как бы уже ее, та желаемая цель. Как правило, ее нет. То есть, ну, куда-то выше, куда-то дальше, да. Понимаете? То есть, вот я так понимаю, что, ну... Я, кстати, знаю, вот когда встречаются руководители разных
структур, они иногда спрашивают друг друга: ты где сейчас? Но есть такой вопрос. Ну да, потому что, ну, мало ли куда закинула судьба, да. Вот. И раз это желаемая должность, то мы уходим от временщиков. Что такое еще, чем еще плох временщик? Тем, что он, первое, он четко понимает, что он ненадолго раз, стало быть, никак вообще не связывает свои действия, а ведь он каждый день, он же генерит какие-то решения, можете представить, да? Он не связывает, что его действия реально как-то будут связаны с его именем. И с результатами. И с результатами, в будущем. да, в будущем. То есть фактически, что, к чему это приводит, в чем плох временщик, да? Он не несет ответственности за то, что в будущем, как решения, принятые здесь и сейчас, скажутся на Казахстане. Понимаете, на отрасли, на сфере деятельности, которой он управляет, и в целом на республике. Потому что зачастую это такие репутационные серьезные риски. Ну просто... А человек даже и не пытается об этом думать. Почему? Потому что он уверен, через 10 месяцев у него будет, когда там что, когда там аукнется, откликнется и так далее. Меня уже здесь и забыли, потому что уже после меня еще 10 человек будет. Понимаете? И это, вот это самое, наверное, плохое. Если мы сможем как-то перестроить свою систему, чтобы так не было, ну, я опять же, видите, говорю, вот сейчас я сказала, перестроить систему так, чтобы теперь все несли ответственность, то у нас, опять же, в мировоззренческом понимании между ответственностью, грань между ответственностью и виновностью нету. Вот момент ответственности и поиск виноватых, виновности — это разные две позиции совершенно, вообще два разных для понимания термина. Вот, то я сейчас скажу, что необходимо придать к ответственности, так у нас все начнут что? Искать опять виноватого, чтобы наказать. Зачем виноват еще нужен? А не для того, чтобы понять, что необходимо прорабатывать эти ценностные вещи, ценностные, очень важные качества в наших управленцах, наших лидерах. Ну и вот в заключение хотела бы все-таки гендерный вопрос поднять. Вот у нас получается как бы управленческое звено — это мужчины. Так сложилось. Ну, так сложилось, да. Мы не говорим плохо, хорошо, да, так сложилось. Так сложилось, так сложилось, да. В системе, скажем так, корпоративного управления, в советах директоров у нас только 7% женщин. Если мы посмотрим на систему политических деятелей, ну, вот на руководителей политических институтов, то женщины там представлены, 9%. Я не говорю про парламент, это как бы выборные избирательные органы, да? Я говорю про именно управленческие позиции, вот на уровне как бы политических деятелей это 9% женщины, в корпоративном секторе это 7% женщин в советах директоров. Как поменять эту ситуацию? Ну, сама, как вот будучи, да, членом совета директоров 3 акционерных обществ, я независимый директор, вот, могу сказать, что ситуация меняется на самом деле. То есть раньше было еще меньше женщин, да, сейчас постепенно ситуация меняется. Смотрите, я вам скажу, вот опять же, общественное сознание, да, вот, ну, мы, по-моему, вместе, да, с вами являемся членами Ассоциации деловых женщин Казахстана. Вы видели, сколько реально женщин, которые занимаются бизнесом? Очень много, очень много. Но общественное сознание, общественное сознание, но таково, что ведь женщина, по сути, несет в себе огромную затратную часть, эмоциональную и физическую, с точки зрения быта. Вот, понимаете, да, о чем я говорю? Вот все-таки мужчины у нас как будто бы заняты меньше этим вопросом. А получается, что женщина, она же и должна, ну вот в общественном сознании, должна заниматься бытом, должна заниматься мужем, должна заниматься семьей, да? Должна заниматься детьми, должна при этом еще быть что? Успешной женщиной, чтобы как бы реализоваться, то есть она должна немыслимое количество курсов посещать, она должна... Но общество определяет женщинам очень большие требования. Безусловно, безусловно. То есть и здесь, понимаете, конечно, мужчинам проще, почему? Потому что общество на них не накладывает такого количества требований. Он должен быть только лишь успешным. Вот. И, конечно, демонстрировать им успех легче, чем женщинам. Я думаю, что, опять же, ну, вот, я не знаю, может быть, я, конечно, уже 3 раза там, бесконечно занимаюсь тавтологией, да, что только смена парадигмы, вот, ценностной мировоззренческой парадигмы, она поможет женщинам в том числе заняться еще и этими вопросами. То есть когда это будет считаться нормальным. То есть у нас, если, допустим, женщина занимается бизнесом, то сразу такой, знаете, момент присутствует, что, наверное, у нее нет хорошего мужчины, который мог бы ее обеспечивать. Ну, то есть ты как будто бы уже ущербный, потому что еще успешен, там, допустим, в бизнесе, да. Если она начнет или как бы занимается еще вопросами и государственного управления, то, как правило, значит, у нее что? У нее нет семьи,
у нее очень много свободного времени, она может себе позволить как бы заниматься еще этими вопросами. То есть и этот момент тоже, он, ну, мне так кажется, накладывает свой какой-то определенный отпечаток на женщин. Ну, такие стереотипы. Да, стереотипное мышление. Хорошо, кто должен заниматься как бы ломкой этих стереотипов? Кто должен вот менять эту парадигму? Кто это должен делать? Женщины, мужчины, руководство страны, СМИ? Кто должен Я не этим думаю, что заниматься? надо как бы прям назначить какого-то конкретное должностное лицо, которое должно быть им заниматься прямо этими вопросами. Это должна быть, вот опять же, да, если мы говорим о системной политике, да, о системном выстраивании ценностей у общества, да, об изменении, как мы говорим, да, о модернизации сознания, вот часто же мы об этом говорим, да, это должны быть заложены там, что женщина не только мать, хозяйка, но женщина — это и успешный бизнесвумен, женщина — это нормально, когда она находится у власти, женщина — это нормально, когда она заявляет о своих правах. Да? То есть мы должны все это должна быть системная работа в области вот, модернизации сознания, модернизации ценностей. А как вы относитесь к квотам на представленность женщин в советах директоров? Вот в 26 странах мира пошли методом квотирования. То есть они просто ввели институт квот, но это как бы такая временная дискриминационная, так скажем, норма, согласно которой, значит, должно быть столько-то соотношение полов, то есть не говорится, что там столько-то женщин, должно быть примерно 70/30 в управлении. В то же время вот многие биржи заявляют о том, что они не будут, значит, листинговать акции публичных компаний, которые, значит, не демонстрируют там, гендерное равноправие и так далее. Ну, это какие-то такие ценности. Да? То есть на уровне вот этих институтов экономических, финансовых происходит как раз-таки формирование политических, смена вот этой парадигмы. Ну, это я говорю не только про европейские страны. Япония, Южная Корея тому примером, то есть такие очень патриархальные страны. Как вы относитесь? Что касается квотирования и временности этих мер, ну, есть такое, знаете, расхожее выражение: нет ничего более постоянного, чем временное. И, то есть, ну, зная нас, да, и нашу, в общем-то, ментальность, да, что касается квотирования, ну, смотрите, в общем и целом, наверное, да, подход, ну, раз он жизнеспособен, в общем-то, столько стран им пользовалось, наверняка, наверное, это хорошо, вот, но я всегда очень, честно говоря, очень внимательно и аккуратно бы относилась к любым вот этим вот вещам, связанным с какими-то ограничивающими, ну, то есть запретами, да, и ограничениями. Почему? Потому что у нас все начинается, вот помните, тот самый бизнес бессмысленный и беспощадный, все начинается бессмысленно совершенно. То есть теперь будут за уши притягиваться люди, ну, женщины, да, главное, чтобы у него фамилия заканчивалась так, чтобы он мог понять, что это женщина и так далее, без опыта, может быть, без соответствующего подготовки. Ну, то есть, опять же, я ко всему бы относилась очень аккуратно, очень серьезно. Почему? Потому что настроенность наших людей, и поскольку ценности такие, да, то у нас все мышление в то, как бы не сделать, как должно быть, да, а отнестись к этому формально. И то есть извращение, вот казалось бы, да, вот вы говорите, ну, нормальная, серьезная, хорошая мера. Действительно, давайте найдем и будем выращивать этих женщин, которые, да, или будем их привлекать, будем их, ну, все-таки необходимо для корпоративного управления какое-то соответствующее обучение пройти, будем обучать, да, и так далее. Вот, я думаю, что пойдут просто другим путем, вот и все. То есть, как угодно, вот как угодно, кроме здравого смысла. Ну хорошо, а вот теперь вопрос, что значит пойти другим путем? Вот на уровне корпорации. Любая корпорация, она нацелена на повышение доходов, на эффективность. Ну, как бы, то есть во главу угла стоит все-таки как бы экономическая мотивация, да? Но при этом все боятся, что именно там пойдут все как бы формальным путем. То есть как-то это, мне кажется, это какой-то диссонанс. То есть вот смотрите, если вводится квота на представленность женщин в советах директоров, допустим, в совете директоров должно быть там, ну, там, не знаю, 2 женщины, да? Соответственно, поскольку у тебя цель стоит эффективность, повышение доходов и так далее, тому подобное, то ты возьмешь 2 женщин именно профессиональных, которые укрепят и усилят твой совет директоров и сделают твою компанию более эффективной. Ну, логично же.
Логично. Почему все боятся, что в этом вопросе будет формализм? Ну, начнем с того, что, допустим, я вам скажу, Ну будет формализм, ну не вырастет, обанкротится эта компания. смотрите, да, я вам скажу, что надо, во-первых, ну, вот изначально подняли вопрос, теперь давайте о системе корпоративного управления. Да. То есть в большинстве своем, вот я сталкиваюсь, да, и читаю, и вижу, и смотрю, как работают, да, компании в части корпоративного управления. В большинстве своем это тоже очень сильно формально, В Казахстане. безусловно. Даже да, частно? Конечно. Да. Почему? Это тоже очень тоже сильно Ну формально. почему? Ну, Не, ну вот вот частная все ваши компания, вопросы как может почему, быть? Как? все ваши вопросы почему, у меня как бы все время почему-то получается тоже один и тот же ответ, да, ну потому что вот такая наша ценностно-мировоззренческая модель, потому что мы так к этому относимся. Такая Потому что среда. формализм это наше фактически все. То есть первое, что, о чем думает наш человек, когда ему ставят задачу, как бы сделать так, как вы хотите, да, но ничего при этом не поменять. То есть помните, это есть такая, сидели, говорит, они день, и сидели, говорит, они два, и думали, как бы сделать свое предприятие успешным, ничего в нем не меняя. Вот это даже в конечно, частном ну, бизнесе? безусловно. Вы поймите, ну, это же момент мышления. Оно же не зависит от того, что ты в частном или государственном секторе. Да, частники, они быстрее шевелятся, да, они быстрее меняются, безусловно, да. Но и там присутствует этот Не, формализм. ну там же есть акционеры, Есть. которые просто могут посмотреть, Ну, денег нет, нет. безусловно, смотрите, безусловно, конечно, есть компании, где все работает, как вы говорите. И там, скорее всего, и без этой квоты все будет нормально. То есть там, скорее всего, и сидят женщины, которые могут это делать. То есть там не нужно это квотирование. То есть квотирование в большей степени это мера для кого? Те, которые будут сопротивляться, те, которым не надо это. Да. А сопротивляться кто будет? Те, которые формализмом Ну все, да, ну занимаются. вот видите, поэтому здесь как бы все. Поэтому они пойдут другим путем, потому что у них в основе ценности формальный подход. Они формальные пойдут по нему. По-другому никак. Ну и разоряться. Ну, видите, в большинстве своем, если мы сейчас говорим, допустим, о крупном акционерных обществах, они почти все у нас квазигосударственные. То есть они все на бюджете. Это они разорятся, это не они разорятся, это мы с вами просто будем иметь как потребители, допустим, как граждане, да, меньшие и лучшие условия для своих детей, худшие условия для пенсионеров Они не и так разорятся. далее. Они-то не разорятся, конечно. Нет. Почему сейчас, допустим, ну, наверное, заветная мечта любого выпускника – это где-нибудь ловко устроиться в квазигосударственном секторе, в квазигоссекторе. Даже не в госсекторе. В госсекторе, потому что надо все как-то еще немножко работать. А в квазигоссекторе, потому что там, в общем-то, да, работают только лишь, наверное, процентов 30-40. Остальные просто находятся. Ну а зачем такой квазигоссектор нужен тогда? Ну, вот. Зиза. Хороший вопрос. Да, Я думаю, что мы рано или поздно созреем для того, чтобы наконец начать его задавать всем буквально. Так, ну и давайте в заключение, вот сегодня, что бы вы могли сказать тем руководителям, которые будут смотреть это интервью? Ну, давайте вот такой просто какой-то месседж Руководителям? им дадим, да. Все-таки мы же не просто так эту тему обсуждаем. Наша с вами как бы цель это все-таки сделать нашу систему управленческую эффективной. Ну, моя личная цель, чтобы она была эффективной, чтобы общество получало от этого профиты, чтобы общество и мы в целом были эффективными и конкурентоспособными. И бизнес, и наши государственные органы, чтобы они тоже были эффективными для того, чтобы бизнес был эффективным. Ну, то есть мы все же шестеренки как бы одного механизма. Большого механизма. Не может же быть эффективный бизнес при неэффективной системе госуправления. Правильно? Не может. Или эффективная система госуправления при неэффективном бизнесе. И люди... Какой-то конкретный бизнес может быть эффективным, но в целом, когда мы будем говорить, да, то мы так, говорим так про в обычно целом. не, да, не Или бывает. люди не могут же, население, люди все такие трудолюбивые, они все такие эффективные, а государственное управление неэффективно. Тоже не может быть. Ну, То все есть мы, все мы же, да, взаимосвязаны. но все мы же образчики того общества, той системы, в которой мы живем. Поэтому все мы, в общем-то, демонстрируем с той или иной степенью, да, в общем-то, одинаковые качества. А что хотелось бы сказать руководителям? Ну, в первую очередь, это, конечно, момент ответственности. Да, я все время об этом говорю. Всегда говорю, возьмите, наконец, на себя ответственность. Ответственность по принципу 100-0 за все результаты. Просто приравняйте свою личную эффективность к эффективности компании. И все будет очень просто. Все, больше ничего не надо. Как только вы научитесь это делать, как только вы научитесь ни на кого не перекладывать меру ответственности, ни на государство, ни на плохие законы, ни на плохих исполнителей, ни на систему образования и так далее, ни на систему подготовки, ни на чиновников, ни на коррупцию. Не на персонал. Да, ну вот я говорю, да, на исполнителей. Тогда у вас все станет на свои места.
Тогда у вас четко будете понимать, что вот моя личная эффективность равна эффективности и результативности своей компании. Я имею то, какой я есть. Я имею то, что я сам породил. То, что я поддерживаю, то, что я холю, то, что я лелею. Это мои результаты. Вот. И тогда все станет на свои места. Если нас таких будет 80% всех руководителей, я уверена, у нас будет высокоэффективное общество.